Мы привыкли считать себя венцом технологии. Мол, у нас есть ИИ, ракеты, квантовые компьютеры, и никто в истории человечества не был умнее нас. Но есть один маленький нюанс. Стоит только открыть прошлое, и заманчивый образ самой продвинутой цивилизации начинает трескаться, как дешевая пластиковая линейка. Потому что наши предки оставили после себя вещи, которые мы до сих пор не можем повторить. Не то что улучшить, просто повторить. Они строили материалы, которые живут тысячелетиями, создавали механизмы с точностью современных часов, варили металл, который режет сталь 21 века как масло. А мы выпускаем мосты с гарантийным сроком в 30 лет и смартфоны, которые устаревают быстрее, чем аккумулятор успевает умереть. И вот тут начинается самое неприятное. Чтобы признать эти факты, нужно признать и другое. Наше представление о прогрессе – это красивая сказка. Мы вовсе не движемся только вверх. Иногда мы поднимаемся, а потом теряем знания, забываем технологии, уничтожаем открытия, которые не вписываются в удобную картинку. История не эскалатор, это лабиринт, и кое-какие двери в нем закрыты так плотно, что кажется, их кто-то закрыл намеренно. Сегодня мы разберем 10 технологий прошлого, которые мы, развитое человечество, не можем воссоздать даже сегодня. И после этого ролика вы уже никогда не будете смотреть на древность как на эпоху примитивов. Скорее наоборот, начнете задаваться вопросом, кто здесь на самом деле примитивный. Готовы? Тогда пристегнитесь, мы собираемся взломать историю. Первое. Римский бетон, который прочнее современного и сам себя чинит. Когда мы смотрим на древние руины, мы обычно видим в них красивые камушки прошлого. Но если присмотреться, это камушки, которые стоят 2000 лет. 2000 лет. И стоят лучше, чем половина современных зданий, построенных по нормам, с экспертизой и под надзором. Наши мосты рассыпаются за 40-70 лет, панельки 70-х уже сыплются, а римские постройки стоят так уверенно, будто вчера вышли из 3D принтера богов. Вопрос простой: почему они до сих пор стоят, и почему мы не можем повторить их технологию так, чтобы получить такой же результат? Римский бетон – это не просто смесь из камней, песка и желания заказчика сэкономить. Это инженерная магия, которую ученые разбирают по крупицам, как черную коробку с упавшего НЛО. Его главный секрет – пуццалановый пепел, вулканический материал, который вступает в реакцию с известью и морской водой. Да, римляне строили порты, причалы, молы, и бетон в морской воде не разрушался, а становился крепче. Современный бетон контакт с соленой водой переживает так себе, но римский как будто создан специально, чтобы плевать этой воде в лицо. Самое дикое в том, что римский бетон умеет сам себя чинить. Нет, это не поэтическая метафора, это факт. Внутри структуры образуются маленькие трещины. В современном бетоне это начало конца. В римском это начало реакции. Попадая в трещины, влага активирует недореагировавшие частицы извести. Те расширяются, кристаллизуются и закрывают трещину. То есть римляне создали материал, который работал как живой организм, получил травму, восстановился. Мы до сих пор не можем точно повторить этот процесс. Можем приблизиться, можем создать аналоги, можем смоделировать, но идеальную древнюю формулу нет. Не потому что они были сверхлюдьми, а потому что они знали то, что мы потеряли. Рецепты передавались мастерами, зависели от конкретного пепла, конкретного вулкана, от точных пропорций, от последовательности смешивания. Все это исчезло вместе с человеком, который держал секрет в голове, а не в облаке Google Drive. А теперь неприятный момент. Современный бетон создан для удобства производства, скорости строительства и прибыли. Он дешев, массов, универсален и живет несколько десятилетий. Римский бетон создавался не для продажи, а для вечности. Это была технология, ориентированная на результат, а не на экономию. То есть 2000 лет назад люди строили так, чтобы их здания пережили их самих, их детей и даже их империю. Сегодня мы строим так, чтобы объект дожил до следующего тендера. И вот что самое опасное. Римский бетон – это только первый пункт. Если этот материал опередил нас на 1000 лет, то что еще они знали? Что еще мы утратили? И главное, делали ли они это случайно или понимали, что создают что-то, что должно пережить время? Переходим дальше, там становится только страннее. Второе. Дамасская сталь. Металл, который режет и не тупится. Если бы в древности существовал материал со сверхсилами, то это была бы дамасская сталь. Легендарные клинки, про которые писали даже те, кто никогда их не видел. Мечи, что разрезают железо, не ломаясь.
Лезвия, которые не тупятся после десятков ударов. Сталь, способная выдерживать чудовищные изгибы, после которых обычное оружие превращается в металлолом. И вот самое парадоксальное, мы до сих пор не можем ее повторить. И да, это звучит как плохая фантастика, ведь сегодня существует металлургия, микроскопы, химические анализы, лазеры. Но идеальный рецепт старой дамасской стали утерян так надежно, что ученые несколько веков пытаются воскресить его по крупицам, словно археологи, нашедшие обломки инопланетного космического корабля. Что делает эту сталь настолько странной? Во-первых, ее структура. Внутри дамасской стали обнаруживают нанотрубки из углерода, тончайшие слои карбидов и волнообразные узоры, которые не просто декоративны, они являются частью механики металла. Это сочетание твердости и гибкости, которого современные производители пытаются добиться искусственно, но получают лишь грубые аналоги. Во-вторых, технология производства. Мастера использовали так называемый булатный слиток, созданный в печах, где температура и химический состав контролировались не приборами, а опытом, глазами и интуицией. Они знали, когда нужно подождать, когда охладить, когда накормить металл древесным углем или растительным маслом. В их ремесле было столько переменных, что один ошибочный шаг превращал будущий шедевр в обычную железяку. И в-третьих, исчезновение. Где-то к 17 веку технология вдруг пропала. Исчезли мастера, исчезли правильно приготовленные слитки, исчезли даже растения, которые использовали в процессе. Мир остался с легендами, узорами на клинках и кучей вопросов. Почему исчезло то, что превосходило даже современные сплавы? Есть версия. Цепочка поставок была настолько сложной, что ее разрушило одно маленькое изменение – исчезновение руды с нужной примесью. Другая версия – секрет держали в узком кругу мастеров, и когда последний умер, все умерло вместе с ним. Есть и более мрачная мысль. Технология стала слишком опасной, и клинки, способные пробивать доспехи как бумагу, могли быть невыгодны тем, кто контролировал тогдашние армии. Главная ирония в том, что современные инженеры могут создать сталь прочнее дамасской, но они не могут создать именно ту, с ее самозатачивающимися краями, ее узорами, ее невнятной комбинацией химии и мастерства, которую даже сегодня считают почти мистической. Дамасская сталь – это напоминание о том, что древний мир был не набором людей с палками, а местом, где технологии рождались не в лабораториях, а в руках гениев, которые не записывали знания в отчеты, они вживляли их в металл. И вот неприятный вывод. Если они умели такое, то значит, мы были не первыми, кто стоял на пике технологий. Мы просто одни из многих, кто поднялся на вершину, посмотрел вниз и с удивлением увидел там тени тех, кто был выше. Готов двигаться дальше? Следующее – антикитерский механизм, древний компьютер, который вообще не должен существовать в той эпохе. Третье – антикитерский механизм, аналоговый компьютер древних греков. Если бы тебе показали антикитерский механизм без объяснений, ты бы решил, что это кусок часов эпохи Возрождения или механизм 19 века. Точно не устройство, которому больше 2000 лет. Но вот он, кусок бронзы, вытянутый со дна Эгейского моря. И этот кусок ломает всю хронологию технологий, потому что древние греки создали машину, которая по сложности превосходила все, что появится следующие 1400 лет. Повторюсь, 14 столетий технологической тишины, пока Европа не научилась делать хотя бы приблизительно такие же передачи. Что это вообще за штука? Антикитерский механизм – это аналоговый компьютер, состоящий из десятков шестеренок с хитро рассчитанными зубцами и геометрией вращения. Он мог высчитывать положение Солнца, Луны, планет, предсказывать затмения, показывать фазы Луны, календарные циклы и даже сроки спортивных игр. То есть греки сделали прибор, который объединял в себе функции планетария, календаря, астрономического калькулятора и механической модели Вселенной. И теперь вопрос, после которого у историков начинается нервный тик. Как цивилизация, которая по версии учебников только формировала основы науки, могла построить компьютер? Чтобы создать такую машину, надо было понимать не только астрономию. Нужны были навыки микромеханики, точное литье бронзы, математическое моделирование вращения шестерен, умение создавать крошечные детали, где один неправильный зубец сломает всю систему. Нужна была развитая школа инженеров, способная проектировать такие устройства не на уровне «взял и сделал», а на уровне многолетней передачи знаний. Но самое странное, антикитерский механизм нашли один раз. То есть перед тобой не массовая штука, не эксперимент ремесленника, а фрагмент неизвестной инженерной традиции, о которой больше нет прямых свидетельств. Это как найти iPhone среди осколков глиняных табличек. И все, ни зарядки, ни инструкций, ни других моделей.
Ученые пытались воспроизвести механизм, и даже у современных инженеров с ЧПУ станками возникает проблема. Некоторые передачи работают под углами и соотношениями, которые невозможно угадать без глубокого понимания механики. Греки использовали зубчатые колеса не просто как декор, они строили функциональные модели небесной механики. А теперь главный удар по самолюбию современной цивилизации. Антикитерский механизм был не единственным. Он был частью чего-то большего, потому что такие вещи не появляются внезапно. Чтобы создать такую машину, должна существовать целая школа, десятки прототипов, столетия опыта. Но где они? Где остальные механизмы? Где мастера? Где чертежи? Исчезли. Растворились в истории так же, как исчезла дамасская сталь и римские инженеры, строившие бетон, который живет вечность. Когда мы смотрим на антикитерский механизм, мы видим не артефакт, мы видим след цивилизации, которая была умнее, чем мы привыкли думать. Цивилизации, которая могла поднять голову к небу и построить его модель в коробке размером с книгу. Мы видим следы потерянного знания, знание, которое не просто ушло, его вычеркнули. Оно испарилось, как будто кто-то выключил свет и сказал: «Хватит, дальше им знать не нужно». И вот тут становится по-настоящему неприятно. Если одна такая технология могла исчезнуть полностью, то сколько еще таких компьютеров, механизмов и устройств мы просто никогда не найдем. А дальше еще жестче, потому что следующий пункт – Пантеон и его невозможный купол. И он показывает, что древние строили так, как мы до сих пор не умеем. 4. Загадочный римский бетонный купол Пантеона. Если бы древние римляне оставили после себя только Пантеон, этого одного здания хватило бы, чтобы понять, мы недооцениваем прошлое на порядок. Потому что Пантеон – это не просто храм, это вызов современной инженерии. Это памятник тому, как люди 2000 лет назад создавали вещи, которые мы до сих пор не можем повторить без ухищрений, компьютерных симуляций и миллиардных бюджетов. Начнем с главного. Купол Пантеона – самый большой неармированный бетонный купол в мире. И теперь внимание, он простоял почти 1900 лет. Без арматуры, без стальной сетки, без всех тех технологий, которые мы считаем обязательными для долговечности. В то время как современные бетонные сооружения трещат уже через 40-60 лет, требуют реставрации, укреплений и постоянного контроля, Пантеон стоит, как будто время проходит мимо него. Как римляне это сделали? Ответы частично есть, но они вызывают еще больше вопросов. Во-первых, материалы. По мере подъема купола римляне изменяли состав бетона. Внизу использовали тяжелые породы, ближе к вершине все более легкие. На верхушке вместо камня использовали вулканическую пемзу. Это значит, что древние инженеры понимали распределение нагрузки, массы и напряжений ничуть не хуже современных специалистов с инженерными дипломами. Они создали конструкцию, где каждый метр – это просчитанная физика, а не как получится. Во-вторых, структура купола. Он не монолитный в привычном смысле. Внутри создавали коферные углубления, легкие секции, которые уменьшали вес и одновременно усиливали прочность. То есть римляне использовали те же принципы облегченных конструкций, которые современные архитекторы считают прорывом инженерной мысли. Разница лишь в том, что они делали это без компьютера, с помощью знаний, которые передавались из рук в руки и исчезли. В-третьих, рецепт бетона. То, что римский бетон превосходит наш по долговечности – факт. То, что его состав мы до конца не можем воспроизвести, тоже факт. Секреты поцелановой смеси, процессы кристаллизации, взаимодействия с влагой – все это до конца не раскрыто. Многие исследователи считают, что часть технологии утеряна безвозвратно, потому что римляне передавали ее устно, а не через стандартизированные документы. Но главная загадка не в материале. Главная загадка в том, как им удалось отлить такой купол одним массивом, без трещин, без критических деформаций, без разрушения от собственного веса. Современные инженеры честно говорят, если бы сегодня нужно было построить Пантеон по римской технологии, мало кто взялся бы гарантировать успех. Мы бы сделали каркас из стали, обтянули сетками, использовали многослойные системы, а потом еще поставили датчики мониторинга. Римляне сделали все это без датчиков, без стали, без расчетов в автокад. И сделали так, что их конструкция пережила империи, войны, землетрясения, национальные перевороты, туристов и, главное, время. Самое неприятное, мы точно понимаем, что Пантеон был не исключением. Он был вершиной инженерной традиции, которая существовала десятилетиями. Чтобы построить такое, нужны были сотни мастеров, десятки проектов, вкусы к экспериментам, культурная среда, в которой инженеров слушали как пророков. А теперь покажи мне хотя бы один современный торговый центр, который простоит 2000 лет. Мы строим на ближайшие 50-80 лет, римляне – на вечность.
И вот странное, чем глубже мы изучаем пантеон, тем больше понимаем, это не просто шедевр архитектуры, это след исчезнувшей технологии. Технологии, которая была настолько мощной, что пережила все, кроме людей, которые ее знали. И если римляне владели материалами, которые мы до сих пор не можем повторить, и строили конструкции, которые мы боимся копировать, то что еще, кроме бетона, ушло вместе с их цивилизацией? А дальше нас ждет загадка посевернее – викингские линзы, которые давали морякам способность видеть сквозь туман. 5. Викингские линзы из исландского шпата. Когда мы представляем викингов, мы видим бородатых мужчин с топорами, мехами и кораблями-дракарами. Картинка красивая, кинематографичная и абсолютно неполная, потому что за грубым образом викингов скрывалась технология, которую мы по-настоящему осознали только в 20 веке. И это кальцитовый кристалл, известный как исландский шпат. Этот прозрачный минерал дал им способность, которую историки долго считали мифом – видеть положение Солнца даже тогда, когда Солнца не видно, даже в тумане, даже во время снежной бури. Даже ночью после заката, когда лучи еще циркулируют в атмосфере. То есть викинги обладали навигационной технологией, которая по сути давала им суперзрение. И что самое обидное, мы поняли, как это работает только спустя 1000 лет. Как работает этот волшебный камень? Исландский шпат обладает свойством двойного лучепреломления. Если смотреть через него на свет, изображение раздваивается. Но если повернуть кристалл под правильным углом, один из лучей становится ярче. Это и указывало направление поляризации солнечного света. Проще говоря, даже когда не видно самого Солнца, его свет все равно взаимодействует с атмосферой, создавая направление, которое можно поймать с помощью шпата. И викинги, не имея микроскопов, квантовой оптики и научных терминов, все это понимали. Понимали настолько хорошо, что могли ориентироваться на открытом океане без компаса задолго до его изобретения. Попробуй представить, как выглядит это со стороны. Шторм, волны, мокрые доски корабля, небо сплошная серая каша, море бесконечное. И в этот момент моряк достает кусок камня, удерживает его перед глазами, поворачивает, наблюдая, как одно из отражений становится ярче. И по этому крошечному изменению он понимает, куда вести корабль. Это не везение, это точная, отточенная технология навигации. Как викинги этому научились? Вот тут начинаются вопросы. Чтобы пользоваться шпатом, нужно знать, что такое поляризация света, хотя бы на уровне наблюдения, уметь находить линию максимальной яркости, понимать, как углы поворота связаны с направлением Солнца, уметь интерпретировать эти данные в условиях шторма и качки. Это не делается методом «попробовал, получилось». Это требует школы, традиции, поколений морских наблюдений. Ученые, когда впервые проверяли эту технологию в 2000-х, были шокированы. Даже современным морякам требуется тренировка, чтобы стабильно определять направление по шпатовой линзе. То есть у викингов существовала полноценная система обучения работе с этим кристаллом. И сразу возникает главный вопрос. Если они знали это, то что еще они знали? Что еще было частью их практической оптики, которую мы потеряли вместе с их культурой? Почему эта технология исчезла? Когда в Европу пришел магнитный компас, он стал доминирующей навигационной системой. Исландский шпат, который требовал наблюдательности и опыта, оказался слишком неудобным для новых морских держав. А потом, как это часто бывает, знания просто перестали передаваться. Мастера умерли, традиция исчезла, и на долгие века люди забыли, что можно видеть солнце, даже когда оно спрятано. И вот парадокс. Мы смогли восстановить принцип работы кристалла только спустя 700-1000 лет после того, как викинги применяли его на практике. Современная наука пришла к этому через приборы и исследования, а древние мореплаватели через наблюдения, эксперименты и колоссальный опыт. Почему это важно? Потому что викинги не просто были сильными бойцами, они были инженерами своего времени. Они умели строить корабли, стабильно пересекающие океан, ориентироваться без звезд, использовать свойства минералов, о которых цивилизованный мир не знал еще столетиями. И вот мы снова упираемся в неприятную мысль. Наше представление о прошлом слишком высокомерно. Мы думаем, что древние народы были примитивными, но каждый новый найденный фрагмент, каждая такая технология говорит другое. Некоторые знания были утеряны. Не потому, что они были неверны, а потому, что их некому было сохранить. И если викинги обладали такой продвинутой оптической навигацией, то что еще скрыто в истории? Какие еще технологии лежат под слоями забвения? Не потому, что были невозможны, а потому, что мы перестали задавать вопросы. Следующая глава как раз о таких технологиях.
Идеальная каменная кладка инков, выполненная с точностью, которую мы не можем повторить даже сегодня. Механика инков. Идеально подогнанные камни без раствора. Когда речь заходит об инках, большинство людей представляет себе красивые руины, ступенчатые террасы и пару легенд про золото. Но за этим туристическим образом скрывается нечто куда более впечатляющее – каменная технология, которую мы до сих пор не можем воспроизвести в исходном качестве. Инки – народ, не имевший колеса, железных инструментов и даже письма в нашем понимании. Так говорят учебники. Но стоит подойти к их стенам поближе, и вся эта официальная картина начинает рассыпаться быстрее, чем современная штукатурка. Камни, которые подогнаны лучше, чем детали швейцарских часов. Возьми древние стены Саксайоамана или Куско. Огромные блоки, иногда весом более сотни тонн, фигурные формы, пятигранники, восьмигранники, углы под самыми странными наклонами, ни одного повторяющегося размера. Ни единой прямой линии, сделанной лениво. Каждый камень уникальный, будто впаянный в свое место. И самое главное, между камнями нет раствора. Совсем. И при этом ты не можешь просунуть даже лезвие бритвы между двумя блоками. Некоторые стыки настолько плотные, что туда не проходит даже микроскопический луч лазера. Серьезно, ученые пробовали и застревали. Камни стоят так, будто их разогрели до пластичности, уложили, пригладили и охладили в форме друг друга. Но у нас нет ни одного доказательства существования печей, способных расплавить андезит или диорит, те самые породы, из которых построены стены. Как они это делали? Версий много, от вполне научных до откровенно фантастических. Но ни одна из них не объясняет все. Теория перетаскивания и шлифовки. Говорят, камни точили вручную. Хорошо, но как вручную шлифовать блоки по 50 тонн, чтобы они совпадали по форме на 12-16 граней одновременно? И главное, зачем? Это невозможно оправдать практической необходимостью. Раствор был известен соседним цивилизациям, но инки сознательно от него отказались. Теория вибрации и мягкого камня. Некоторые исследования намекают, что инки могли использовать особые растения, выделяющие вещества, которые частично размягчают определенные породы. Но доказательств ноль. А стены стоят идеально, будто это не растение, а промышленная технология плавления. Теория термического расширения. Мол, камни нагревали и охлаждали, чтобы добиться трещин или нужной формы. Но попробуй нагреть камень весом 100 тонн равномерно и сделать это на горных высотах без металла. Это звучит красиво, но абсолютно не работает в реальности. Механическая точность без современных инструментов. Это вообще звучит как издевка. Современные инженеры с лазерными нивелирами, абразивами и электроприборами не могут воспроизвести такую кладку в полевых условиях, даже с небольшими камнями. А инки делали это на высоте 3500 метров, без техники, без колеса и без записи правил. Что-то в этой картине не сходится. Либо мы сильно недооцениваем уровень их знаний, либо у них были инструменты и методы, которые просто не пережили колонизации и уничтожения империи. Зачем инки делали стены такими? Интересно, что их конструкции выдержали десятки крупных землетрясений, в то время как испанские постройки прямо поверх инкских стен разрушались каждый раз. Инкские блоки оставались на месте. Это не просто каменная эстетика, это тонкий расчет. Идеальная геометрия позволяла стенам играть, не разрушаясь. Как будто вся структура была живой, подвижной, адаптивной. Современные инженеры называют такую конструкцию антисейсмической механикой, и она считается одним из самых сложных направлений архитектуры. Инки сделали ее интуитивно? Нет. Это похоже на систематическую технологию, отточенную столетиями. Почему это утеряно? Колонизация, геноцид, насильственное уничтожение культуры. И мы потеряли целую инженерную традицию. Не просто несколько секретов, а мировоззрение, методику, все. Испанцы не записали их технологию, потому что не считали инков достойными. А потом сгорели архивы, умерли мастера, исчезли школы. В итоге сегодня мы имеем только следы. Города, построенные так, что даже спустя 500 лет мы не можем повторить их точность. Стены, которые пережили все, кроме тех, кто их создавал. И снова неприятный вывод. Если инки могли работать с камнем на уровне, который современная архитектура едва догоняет, то значит, что часть древних технологий была не примитивной, а опережающей. Мы знаем только то, что осталось, но реальная картина может быть куда масштабнее. А дальше еще интереснее.
Потому что следующая глава затрагивает почти забытые цементные смеси храмов, которые переживают столетия так, как не пережили бы даже современные бункеры. Ватиканский цемент из костей и другие смеси древних храмов. Если бы стены храмов могли говорить, они бы рассказали кое-что неприятное. Мы понятия не имеем, чем их строили. И это не фигура речи, это факт, от которого архитекторы и химики чувствуют себя немного униженными. Древние мастера создавали строительные смеси, которые выдержали не столетия, тысячелетия. Где-то они стали тверже камня, где-то превратились в монолит, где-то в материал, который современные технологии способны разрушить только промышленными резаками. И самое странное, почти все их рецепты утеряны. Один из самых загадочных – так называемый ватиканский цемент из костей. Легенда, которая долго считалась мифом, пока химики не начали анализировать стеновые образцы из подземных помещений старых католических соборов и зданий эпохи раннего христианства. Оказывается, кое-что там действительно. Из костей мастера средневековой Европы использовали необычную технологию. Они добавляли в известковый раствор пережженные животные кости, перемолотые до состояния тончайшего порошка. Кальций из костей вступал в реакцию с известью, образуя устойчивые соединения, которые не только повышали прочность, но и защищали поверхность от влаги, грибков и разложения. Современные химики называют этот процесс биоминерализацией, когда материал укрепляется за счет естественных минеральных компонентов живых организмов. Но мастера Ватикана не знали термина, они просто знали технологию. И вот что особенно важно, мы до конца ее повторить не можем. Потому что в средние века использовались кости определенных животных, питавшихся определенной пищей, проживавших в условиях, которые уже не существуют. То есть даже сырье невоспроизводимо. Но это только верхушка айсберга. Если посмотреть шире, то по всему миру древние строители использовали смеси, превосходящие современные аналоги. Храмы Анкора — камни соединены веществом, которое устойчиво к тропическим дождям, не трескается под нагрузкой, выдержало 900 лет влажности. Когда исследователи попытались воспроизвести смесь, они получили лишь далекие аналоги. Оригинал же оказался уникальным сплавом органики, извести и минералов, которые невозможно повторить без тех же растений и того же климата. Индийские храмы – знаменитый жжённый сахарный цемент. Некоторые храмы Южной Индии построены на смеси, куда добавляли пальмовый сок, мед, золу, измельченный коралловый песок. Этот цемент настолько прочен, что современная тяжелая техника еле его берет. И снова точные пропорции утрачены. Мастера передавали секреты устно из поколения в поколение, пока одно поколение не исчезло. Китайский рисовый цемент. В Древнем Китае строили стены, которые до сих пор стоят с идеальной прочностью, благодаря особой смеси из извести и клейкого риса. Да-да, рис был не просто пищей, он был строительным компонентом. Современные исследования показали, молекулы амилопектина создают структуру, которая делает цемент невероятно устойчивым к землетрясениям и эрозии. Но повторить этот рецепт опять же непросто. Старинные сорта риса уже не существуют в своем первоначальном виде. Почему древние смеси были такими прочными? Есть одна распространенная ошибка. Современные люди думают, что древние строили красиво, а мы строим технологично. На самом деле наоборот. Мы строим быстро, массово, дешево. Они строили правильно, долго и навсегда. Древние мастера работали не с индустриальными материалами, а с природой. Они знали свойства каждого растения, каждой породы, каждого минерала. Они не стремились экономить, они стремились создавать монументы, которые переживут их самих. Почему технологии исчезли? Потому что они передавались так, как передаются песни, от мастера к ученику. И когда эти мастера умерли, вместе с ними умерла и технология. Колонизация, войны, эпидемии, смена религий – все это уничтожило целые инженерные школы. А сегодня мы имеем только остатки. Стены, которые стояли 1000 лет, купола, которые пережили катастрофы, смеси, которые твердеют веками. И главный вопрос – риторический, но болезненный. Если наши деды строили так, что их материалы переживают все, почему мы с нашим прогрессом строим так, что здания требуют ремонта уже через 20 лет? Каждая такая утерянная технология – это напоминание. История не шла ровно вверх. Она поднималась и падала, забывала и вспоминала. А мы сегодня видим лишь фрагменты того, что когда-то могло быть грандиозной картиной. Следующая глава – еще один шок. Технологии Архимеда, которые мы так и не смогли воссоздать полностью, включая его легендарное тепловое зеркало. Сиракузы и тепловое зеркало Архимеда.
Имя Архимеда в школе упоминают походя, мол, был такой математик, бегал по улицам, кричал «Эврика», но в реальности Архимед был человеком, который стоял настолько далеко впереди своего времени, что даже сегодня мы не до конца понимаем масштаб его гениальности. И самое известное, самое спорное и самое неудобное для учебников история – это тепловое зеркало Архимеда. Система, которая по легенде могла поджигать корабли римского флота. Да, ты не ослышался. Поджигать корабли на расстоянии, используя только свет. Долгое время считалось, что это просто красивая легенда. Приукрашенная победа, народный фольклор, очередной миф. Но затем, как обычно, вмешалась наука. Что говорит легенда? Во время осады Сиракуз римляне подошли к стенам города. Архимед приказал расположить полированные бронзовые щиты или зеркала так, чтобы они отражали солнечные лучи в одну точку, на паруса и деревянные корпуса римских кораблей. Лучи концентрировались, дерево нагревалось, воспламенялось, и вражеские корабли вспыхивали, словно их облили маслом. Звучит как магия, звучит как что-то, что удобно списать на преувеличение. Но потом ученые начали экспериментировать. Современные попытки повторить технологию в разные эпохи, от 17 века до НАСА, пытались воспроизвести зеркальную установку Архимеда. И вот что оказалось. Маленькие зеркала не работают. Если собрать школьников с блестящими дощечками, ничего не выйдет. Большие отражающие поверхности дают эффект. При правильно рассчитанном расстоянии и углах дерево действительно начинает дымиться. Условия должны быть идеальны. Ясное солнце, гладкая поверхность, отсутствие сильного ветра, правильная фокусировка энергии. Но самое главное, Архимед был совершеннее наших реконструкций. Механики и математические расчеты той эпохи были куда сложнее, чем мы готовы признать. Ученые MIT провели эксперимент. При использовании 127 зеркал удалось поднять температуру деревянного щита до состояния тления, а при более точной фокусировке до воспламенения. То есть легенда не выдумка, она возможна, но она требует такой точности, которую обычный человек без подготовки не может обеспечить. А теперь подумай, если обычный человек не может, значит Архимед мог. Что на самом деле было тепловым зеркалом? Возможно, это был не хаотичный набор щитов, а строго рассчитанная конструкция, серия параболоидных отражателей, хитро расположенные панели, система для регулирования углов, возможно, даже деревянные рамы с металлическими вставками. То есть не солдат держит щит, а инженерное устройство, рассчитанное математиком мирового уровня. Архимед специализировался на геометрии зеркал, свойствах света, оптических расчетах, механике сложных систем. Он мог создать подобие солнечного лазера своего времени. И вот что неприятно, все эти знания были уничтожены, когда римляне взяли город. Записи сожгли, мастерские разграбили, а Архимеда убили. Мы знаем его труды только частично, и большая часть того, что он создал, исчезла навсегда. Были ли у Архимеда другие секретные технологии? Историки часто стесняются говорить об этом вслух, но факты такие. Он создал осадные машины, превосходившие все, что существовало в древнем мире. Он построил краны, переворачивавшие корабли как игрушки. Он разработал технологии литья и обработки металлов, которые не смогли повторить ближайшие поколения. Он работал с зеркальными поверхностями и оптикой, как будто жил в эпоху телескопов. Архимед – человек, который мог родиться в 17 веке и создать микроскоп. Но он жил в 3 веке до нашей эры и создавал технологии, которые не должны были существовать в то время. Почему это все потеряно? Потому что история не хранит знания, она хранит власть. Победители не переписывают труды побежденных, они уничтожают их. И когда Сиракузы пали, Рим получил контроль над территорией, но потерял то, что было гораздо ценнее – инженерную школу, стоявшую на грани настоящей научной революции. И вот главный вывод. Если Архимед действительно мог концентрировать солнечные лучи настолько точно, что поджигал корабли, то это значит, что древние греки были ближе к современным технологиям энергии и оптики, чем мы готовы признать. Это значит, что часть античной науки была на несколько шагов впереди, но исчезла, потому что ее не успели сохранить. И если мы нашли только осколки, что же представляли собой целые системы? Следующая глава о том, как древние создавали бумагу, которая живет столетиями, в то время как наша желтеет через год. Это будет китайская технология вечной бумаги, которую мы тоже не можем полноценно повторить. Китайский вечный бумажный рецепт. Сегодня бумага – это что-то настолько дешевое и одноразовое, что мы даже не задумываемся о ее качестве.
Она желтеет, рвется, крошится, горит как порох и страшно боится влаги. Документы 20 века уже приходится реставрировать, они бумагально рассыпаются у нас в руках. И на этом фоне особенно странно выглядит тот факт, что в Древнем Китае создавали бумагу, которая не стареет, не желтеет, не трескается, не разрушается столетиями. Некоторые древние манускрипты остаются в идеальном состоянии через 800-1200 лет, так, словно их написали вчера. Это и есть знаменитая китайская вечная бумага, рецепт которой мы до конца не можем повторить. Почему древняя бумага оказалась лучше современной? Потому что мы сегодня делаем бумагу под задачи массового рынка. Дешевле, быстрее, проще. А древние делали под задачу сохранить текст на века. Это две противоположные философии. Древний китайский рецепт выглядел почти как алхимия. Они смешивали растительные волокна, кору тутового дерева, коноплю, рисовую солому, иногда хлопок, добавляли минеральные соли, натуральные клеи, масла, стабилизаторы и иногда даже сок определенных растений, которые предотвращали гниение. Но секрет был не только в составе, он был в процессе. Технология производства выглядела как медитация. Сырье замачивали и вымачивали не часами, неделями. Волокна разваривали в огромных чанах, тщательно удаляя примеси. Потом массу отбивали деревянными молотами, пока она не превращалась в ровную, идеально однородную субстанцию. Слои формировали вручную, тонко и равномерно, а затем многократно промывали, сушили и отбеливали светом, а не химией. Каждый этап требовал опыта и чувствительности. Мастер должен был понимать материал как живое существо, какой водой его поливать, под каким углом снимать слой, в какой момент прекращать отбивку, чтобы волокна распределились идеально. Сегодня эти процессы заменили машины, и бумага, которую они делают, тоже живая, только живет она недолго. Почему вечная бумага живет сотни лет? Секрет в структуре волокон. Древние мастера создавали длинные непрерывные волокна, переплетенные как канаты. Современная же бумага – это короткие обрывки, склеенные между собой химией. Она похожа на бумажную кашу, а не на ткань. Китайская бумага была ближе к тончайшему текстилю, чем к тому, что мы кладем в принтер. Она выдерживала сгибания, влагу, плесень, насекомых, перепады влажности. Ее можно было сворачивать, разворачивать, хранить в пещерах и склепах, и ничего с ней не происходило. Современная бумага желтеет из-за кислот, которыми она наполняется при производстве. Древняя же полностью нейтральная и благодаря природным стабилизаторам не окисляется. Почему мы не можем повторить рецепт? Потому что он зависел от конкретных растений, климата, чистоты воды, техники отбивки, природных клеящих смол, точного мастерства, передававшегося устно. Мы можем приблизиться, но полностью воспроизвести ту же долговечность не выходит. Бумага, которую сегодня продают как архивную, может сохраниться 200-300 лет. Древние образцы 1000+ лет в почти идеальном состоянии. И вот тут возникает самый неудобный вопрос. Если простая бумага из прошлого переживает века, то как много других технологий, сложных, дорогих, элитных, мы просто утратили, даже не осознав этого. Вечная бумага – это не просто материал. Это символ. Древние строили и создавали с мыслью о будущем. Мы с мыслью о ближайшем дедлайне. Они делали вещи, которые должны были пережить эпохи. Мы – вещи, которые переживут гарантийный срок. И если они смогли создать материал, который не стареет 1000 лет, то чего еще мы о них не знаем? Следующая глава о стекле, которое меняет цвет в зависимости от цвета, и которое мы до сих пор не можем воспроизвести в оригинале. Это легендарная Александрийская чаша. Загадочная технология изготовления стекла. Александрийская чаша. Если бы ты увидел Александрийскую чашу впервые, ты бы решил, что это современная оптическая игрушка или эксперимент дизайнеров с нанотехнологиями. Но нет. Этому изделию почти 1700 лет, и оно выглядит так, будто его изготовили вчера в лаборатории компании, которая работает на оборонку. Эта чаша – единственный сохранившийся образец стекла, которая умеет менять цвет в зависимости от угла и источника освещения. При обычном свете она зеленая и почти нефритовая, но если подсветить ее изнутри, она становится кроваво-красной, будто наполнена жидким рубином. Как будто внутри включается другой мир. Это не магия, это сложнейшая физика света и наночастиц. И то, что древние смогли сделать это почти 2000 лет назад, настоящий плевок в лицо нашей самоуверенной идеи о примитивном прошлом. Как такое возможно? Современный научный анализ показал, что в структуре стекла находятся наночастицы золота и серебра, причем их размер около 50-100 нанометров. Это меньше, чем длина световой волны.
То есть цвет чаши определяется не краской, а взаимодействием света с наночастицами. Такое явление называется плазмонным резонансом, когда металл определенного размера взаимодействует с электронами света, создавая разные оттенки. Это область физики, которую мы начали полноценно понимать только в конце 20 века. Но древние мастера применяли это во II-III веке нашей эры, без микроскопов, без лазеров, без приборов контроля размера наночастиц. И, внимание, без теории. Они просто умели это делать. Это случайность или технология? Когда ученые впервые обнаружили наночастицы, они предположили, что это мог быть побочный эффект импурити, неправильной очистки материалов. Но позже оказалось, что пропорции золота и серебра точные, распределены частицы равномерно, их размер находится в четко рабочем диапазоне, стекло имеет структурное повторение. Это не похоже на случайность, это технология. Другими словами, древние мастера владели методом, который заставлял металл распределяться в стекле на нанометровом уровне. Мы и сегодня такое делаем, но только в условиях современных лабораторий. Как они это создавали? Здесь начинается самое загадочное. Есть несколько гипотез, и все они неполные. Метод медленного охлаждения с примесями. Могли вливать металлическую пыль в расплав стекла, а затем проводить процесс, при котором частицы дробились до нанометров. Но это требует контроля температуры с точностью, которая превышает возможности обычной древней печи. Химическая реакция восстановления металлов. Некоторые исследователи считают, что мастера могли добавлять соли золота и серебра, а затем восстанавливать их в микроскопические частицы прямо в стекле. Но древние не обладали современной химией. Как они могли понять этот принцип? Утерянная школа стеклодувов Александрии. Наиболее правдоподобная версия: где-то в Александрии, крупнейшем научном центре античного мира, существовала мастерская, где поколения ремесленников передавали секреты изготовления оптического стекла. И когда Римская империя ослабла, когда библиотеки сгорели, когда учеников убили или увели в рабство, технология умерла вместе с ними. То есть мы имеем дело не просто с красивой чашей, мы имеем дело с следом исчезнувшей индустрии. Почему эта технология так важна? Потому что она показывает, древние цивилизации не просто делали красивые вещи. Они работали с материалами на уровне, который мы начали понимать только спустя 1500 лет. Они играли со светом, цветом, структурами вещества. Они создавали эффекты, которые сейчас мы считаем высокотехнологичными. И вот неприятный вопрос, который нависает над всеми древними технологиями. Почему мастера прошлого могли работать с наночастицами, а мы считаем, что они были примитивными? Проблема не в том, что они были такими же умными, как мы. Проблема в том, что мы допускаем мысль, что знание растет линейно, а оно таким никогда не было. Иногда цивилизация делает скачок, а потом теряет все. Иногда рождается гений, а вместе с ним и технология, которая не переживает его смерть. И Александрийская чаша – это один из примеров. Маленький артефакт, который тихо шепчет: когда-то люди знали то, чего вы сегодня не можете повторить. Мы привыкли думать, что живем на вершине прогресса, но эти 10 технологий показывают, прошлое не было примитивным, оно было другим, сложным, глубоким, местами даже более продвинутым, чем мы сегодня. И самое очевидное, это далеко не все утерянные знания древних цивилизаций. Если хотите продолжение, пишите в комментариях. Разберем следующие технологии, которые ломают официальную историю.